Flashman. Если вы думали, что OTT — это плагин или пресет из программы Ableton, то вы ошибались. Как оказалось, в мире современной электронной музыки OTT — это религия. Одним из первых продюсеров, кто громко заговорил о том, что не пользуется этим плагином, стал Фокс Стивенсон. Несмотря на достаточно весомые аргументы, люди стали оперировать именами авторитетных продюсеров, стали вспоминать лучшие примеры использования плагина, настаивали, что автор видео неправильно им пользуется, в общем, стали защищать свой священный Грааль. Я же вам не только расскажу, в чем проблема оригинального OTT, но и предложу достойную замену, которую сам искал долгие годы. OTT или OTT — это изначально пресет мультибенд компрессора из программы Ableton. Правда, назвать его гибким и полноценным мультибендом сложно, ведь полос у оригинального компрессора всего 3, когда хотелось бы иметь вариативность. Компания Xfer предлагает нам OTT в виде VST, и оба этих решения имеют одну и ту же проблему — это кроссовер. Возьмем квадратную форму волны, повесим OTT. Внимание, скептики и фанатики, я убираю влияние эффекта в 0. Но что же мы видим? Наша форма волны превратилась в нечто. Что действительно неприятно, так это то, что наши высокие частоты заметно съехали. Настолько сильное влияние на высокие частоты отодвигает наш транзиент на миллисекунды назад. Те, кого такой расклад не устроил, стали собирать свой OTT. Например, на этом видео Artifacts методом вычитания собирает свою версию OTT. Это уже явно лучше, но высокие частоты все равно страдают. Знаю, что для Bitwig есть самодельный Hyper OTT, но по звуку он еще хуже оригинального. Ребятам спасибо за труд, конечно, но пользователи других секвенсоров не смогут оценить их старания. Недавно появился MoTT от Стивена Слейта, но боюсь, что команда Стивена так сильно настроилась в точности повторить звук оригинального плагина, что заодно и переняла его проблемы. Да и ценник, на мой взгляд, не совсем скромный. Получается, что чтобы использовать эффект OTT, нужно или колхозить, уж простите за мой жаргон, забор из плагинов, или платить кучу денег. Но не так все плохо, ведь я нашел нам XTT или XTT. Почему об этом плагине мало кто говорит, я не знаю, потому что лично для меня он стал единственным выходом. Итак, это XTT, плагин, сделанный при сотрудничестве с продюсерами Vinai. Ребята пишут отличный EDM, рекомендую ознакомиться. Принцип работы плагина заключается в том, что у нас есть понижающая компрессия и повышающая. Тот самый эффект накачанного звука достигается при использовании сразу двух режимов. Чтобы избыточные транзиенты не испортили нам жизнь, здесь имеется крутой лимитер в конце цепочки. Звучит и правда хорошо. Секция мультибенда внушает уважение. Здесь у нас 5 полос, кроссовер регулируется, можно настроить атаку, релиз, можно включить полосу в соло, можно замьютить полосу. Сказка, не иначе. Повторим предыдущий тест на квадрате. Как видите, всего-то надо было адекватно проработать кроссовер. В этом плагине у меня получается нарулить такой тембр, который никогда не получится в оригинальном OTT. Да и выглядит плагин весьма симпатично. Мой низкий поклон и уважение. Ссылка на плагин в описании под роликом. Творите, друзья, и до связи. It's party time!
Вы слушаете Радио Бомба.